Здравствуйте все, меня зовут Анисим Ильинский, профессор Беримбау. Я занимаюсь капуэйрой 16 лет, начиная с 2000 года. И, наверное, в Украине нету человека, который бы занимался больше, чем я, капуэйрой. Поэтому я хотел бы рассказать, как зарождалась первая школа капуэйры на Украине, школа Сензала. Для этого я пригласил двух замечательных людей. Сергей Борисов, человек, который был у истоков капуэйры на Украине, был с самых ее первых тренировок. И когда я пришел на тренировки, во многом был примером для меня, своими умениями, своими возможностями поражал и вдохновлял. И Молев Андрей, человек, который пришел на капуэйру уже после меня, после того, как сформировалась группа Сензала, и который стал эталоном в музыке, в ритме и в технике капуэйры. И человек, который создал сайт senzala.com.ua. Поэтому здравствуйте все! Сейчас мы будем рассказывать о истории капуэйры на Украине. Когда я заканчивал школу в 11 классе, я посмотрел фильм «Only the Strong» и решил, что тоже хочу так научиться. Нужно отметить, что в то время не то, что мобильных телефонов не было ни интернета, никаких способов из поиска информации, сидя у себя дома. Целый год у меня ушло на то, чтобы найти место, секцию, где преподавали капуэйру. При том, что это было единственное место на Украине. Год спрашивая у знакомых, общаясь с людьми, задавая вопросы, я нашел товарища, который занимался не так далеко от моего дома, Геннадий. Я попросил его, чтобы он взял меня с собой на тренировку. И вот в 2000 году, в сентябре, в самом начале сезона, Гена привел меня в спортзал, в котором, как я увидел, была секция, и люди занимались капуэйрой тем, что я видел в фильмах. И поэтому я бы очень хотел узнать, что же было до того, как пришел я, потому что я пришел уже, по сути, на все готовое. И вот Серега сможет нам рассказать, как это все зарождалось. Он был на первой тренировке капуэйры в Украине. Да. Я на самом деле попал совершенно случайно на капуэйру, так получилось. Собственно, фильм все посмотрели еще, наверное, в 93-94 году. Он вышел там на 1+1, по-моему, или на УТ-1. На украинском телевидении он появился, все его посмотрели. Это было что-то очень, очень необычное. То есть, вообще, собственно, 90-е такой переломный момент, сложный. И мы все, не только мы, и наши родители, все люди открывали для себя какие-то очень интересные стороны. Все было абсолютно в новинку. И в том числе и этот фильм, конечно же. Он был свежий, никто никогда такого еще не видел. Марк Дакаскос в этом фильме только сильнейший, как мы говорили, творил совершенно невероятные вещи. Это и парафузы, и там всякие албачида. Это была уже верх просто акробатики. Никто так не умел. И после фильма, конечно, прошло еще несколько лет, пока кто-то начал вообще заниматься капуэйрой. Ходили слухи, что кто-то еще в регионах, по-моему, то ли там Кривой Рог, то ли еще где-то, тоже начинал какую-то секцию по капуэйре, но у меня информации об этом подробной нет, и оно как-то так кануло в лету. Все, что, в общем, связано с началом капуэйры вообще на Украине, оно в основном все было в Киеве. В 90-е годы, как я уже повторяю, были сложные времена, бандитские. Да, не шучу, там мы ходили в Манеж, в Суворовское училище, где преподавал Виталик. Это было на Печерске, и туда ходили такие бритые ребята, борцы. Мы занимались на борцовских матах, и, в общем, я так понимаю, там ходили туда также и всякие там члены преступных группировок. Не просто так. Да, не просто так, такие ребята здоровые, лысые, на джипах туда приезжали, и, в общем, была своя атмосфера, скажем так. Естественно, с капуэйрой это никак, в общем-то, не было связано, поскольку о капуэйре толком никто, пока не знал. Все только видели мельком фильм. А занимались я вообще пришел туда, наверное,
как раз вот, наверное, в 93-м году я начал заниматься в манеже. Я вообще пришел айкидо заниматься, мы с братом туда пришли. Я пошел на секцию айкидо. Вот, манеж, огромный зал, и там 3 мата, 3 мягких борцовских татами таких, которые, надо сказать, сыграли очень большую роль, скажем так, в стиле, в моем популяризации капуэйры и в стиле, который у нас стал там развиваться, а именно это очень большой, так сказать, процент акробатики. Акцент, да, на акробатике. Этот стиль потом, наверное, пришелся к нам ко двору, когда мы пригласили Руя и показывали ему, что мы умеем. Мы особо, на самом деле, умели очень мало по технике, но зато акробатика у нас кое-какая была. Вообще, конечно, да, капуэйры как таковой практически, то есть, никто не занимался. Я занимался айкидо, я занимался 2 года в манеже айкидо. Мой брат Женя, он меня старше на 5 лет, и он занимался в группе Виталика. Он пришел в группе к Виталику заниматься хапкидо. Хапкидо — это смесь джиу-джитсу и тэквондо. Южнокорейское, ну или, наверное, все-таки корейское общее такое боевое искусство. Говорят, даже Джеки Чан занимался, корейская полиция. Фильм есть? Да, фильм есть. Корейская полиция, в общем-то, изучает хапкидо. Очень интересное искусство, где применяются и техники заломов, и отрывания конечностей, и очень хорошие прыжковые ударные техники ногами. То есть очень, очень классное боевое искусство. Все, в общем, было прекрасно. Мы были частью федерации хапкидо всемирной. Виталий Кабальчинский, тренер, к которому ходил мой брат. Он был уже мастером хапкидо, он уже имел там первый дан, по-моему, красный пояс, все дела. И к нам приезжали ребята-англичане, мастер наш Сэм Плам приезжал из Лондона, по-моему, ну, из Британии. Вот. Британцы по хапкидо были очень смешные ребята, они были такие большие, пузатые, добродушные. Сначала они нам, значит, ломали руки, а потом мы все вместе шли и пили пиво после тренировки. То есть, в общем, тренировки у них были такие, фундамент был заложен еще там, да. То есть, скажем так, было очень интересно, хорошо, и, ну, и, скажем так, была атмосфера такого восточного единоборства. Но Виталий, заинтересовавшись очень капуэйрой, он занимался журналистикой, работал в журнале «Компьютерное обозрение». Он заказал видеоматериалы из Канады, по-моему, видеоматериалы еще на видеокассетах, кто вообще помнит, что это такое, на ВХС. Ему прислали эти видеокассеты. Мы вам покажем. Да, мы вам потом покажем. Вот. Ему прислали на видеомагнитофон эти пленки, и он начал потихоньку, даже я скажу так, даже втайне от нас, какие-то эти техники разучивать потихонечку. И, наверное, с 90, ну, такой вот, как скажем так, 95-96 год, это первые тренировки по капуэйре. Сначала я занимался айкидо, как я говорил, на соседнем мате. Вот, то есть это все было, как получается, то есть один большой зал, 3 татами, на которых происходило одновременно 3 разных тренировки в одно и то же время. Айкидо, хапкидо, и еще был такой классный дедушка Епифаныч. Он детям преподавал самооборону. Мы, конечно, над Епифанычем очень сильно угорали. Вот. Но первую, скажем так, такую физподготовку и какие-то такие броски и заломы он показывал. И это, в общем, как я сейчас понимаю, это было тоже очень важно для детей. То есть такая атмосферка. Да, атмосфера была боевая, спортивная, борцы, хапкидисты, айкидисты, лысые дядьки, здоровые дети. В общем, это было прекрасное время. Потом случилось так, к сожалению, что, как я и говорил, в 90-е годы все было сложно. У нас в школе айкидо убили главного мастера. Какие-то были разборки, он был убит. Как это потом не вырезать, серьезно? И вот. Выброс. Поэтому где-то через 2 года я решил переходить в другую секцию.
по айкидо куда-то, ну, пока мы искали ее, решили, Евгений, мой брат, попросил Виталика Кабальчинского, ну, меня там взять к себе там, ну, на месяц, может быть. Вот, ну, немножко позаниматься, пока я там найду себе другую секцию. Ну, в общем, я как перешел, так я там и остался. Вот. И буквально, когда я перешел, где-то, ну, я не помню, сколько прошло времени, но я четко помню, Виталик как-то вот к нам пришел и на тренировку, мы все в кимоно, все вот эти вот поклоны, ритуалы, все такое, было очень формализовано. Он говорит: ребята, а давайте вот, помните, был такой фильм, только сильнейший, интересный, и давайте попробуем разучить движения из него, как там главный герой делал. Ну, мы, конечно, все с Молодые, интересом это горячие. восприняли, молодые, горячие, мне было лет 12-13 где-то в это время. Вот. И мы согласились, давайте попробуем ввести, это было, называлось факультатив по капуэйре. Вот. Поскольку оно все было такое очень, скажем так, в совершенно зачаточном виде, нам совершенно не было у кого посмотреть, спросить, действительно не было практически ни у кого интернета, ну, то есть у ограниченного количества людей был dial-up. Dial-up — это, если вы помните, интернет по телефонной линии, это было очень дорого, очень медленно, очень долго. И когда ты сидел дома и пытался что-то скачать, то обычно мама или бабушка поднимали трубку и, в общем, все прерывалось. То есть, по сути, единственный источник информации о КПР был тренер. Это был тренер, и он что нам мог показать, он показывал. Мы начинали, на самом деле, как я и говорил, что определило наш стиль, это мягкие борцовские маты. Мы могли спокойно падать, делать все что угодно, какую-то акробатику зачаточную. Сначала это был флик-фляк, потом фляк уже начался. Вот. Я, кстати, про маты не думал, действительно, как это. Да, это фундамент. Это фундамент, да, фундамент стиля, можно сказать. Да. То есть свободы падения. Вот. То есть ты Безопасность не боялся, падения. да, ты безопасность падения. То есть ты не боялся, что ты как-то сделаешь не такое какое-то движение и упадешь. Практически, ну, очень мало из нас кто-то боялся падать или... Ну, во-первых, у нас была очень фундаментальная подготовка по падениям, на самом деле, страховка. То есть Виталий, это одна из очень важных в айкидо и в хапкидо, одна из очень важных составляющих обучения, это умение падать и страховаться. Самостраховка. Страховка — это просто одна из основ. То есть, если ты не умеешь страховаться, то есть мы во время разминки, наверное, половина разминки это была страховка, кувырки, падения. Очень важная штука, которая далее помогла мне очень, например, в КПО, ну и вообще в спорте и в жизни, наверное. Ну, серьезно, да. Она меня спасла от многих травм в течение многих лет. Хотя я делал очень опасные трюки и, в общем, выходил живым. Вот, из самых непредвиденных ситуаций. То есть Да. ты занимался хапкидо, Да, я была занимался хапкидо, секция, была секция. и одним днем тренер предложил Да, и один попробовать день, и что-то. буквально, причем буквально даже не один день сначала было, а мы сначала уделяли буквально там полтренировки, даже не полтренировки, а какое-то там чуть-чуть времени, тренировка шла где-то 1,5 часа, или около 2. И мы вот буквально там чуть-чуть тренировки уделяли, ну, джинге. То есть джинга, потом какие-то кувырки, падения, как обычно. Ну, а все остальное мы делали то же самое, без всяких изменений. Потом Виталик увеличил количество времени, выделил для этого целый день. И оно потихонечку пошло-поехало. Вот с 96-го года Виталий начал уделять больше времени КПР, чем хапкидо. И факультатив потихонечку занял, из одного дня уже занял 2 дня, потом 3 дня. И в итоге хапкидо уже само стало факультативом. Вот. Нас было очень мало. Скажи, Да. какой год примерно, если ты помнишь, день, год, месяц, когда вот начались именно вот тренировки по капуэре, где была джинга и какие-то капуэрские удары? Ну, это либо это осень 95-го, Угу. либо осень 96-го, это 100%. То есть я склоняюсь даже, наверное, может даже 95-й, возможно. То есть как минимум за 4 года до того, как пришел Да. на тренировку я. Да. С ума сойти можно. То есть, Да, можно то есть мы уже 3-4 года занимались
Полноценная капуэра. Ну, я бы не сказал, что это полноценно, но мы целенаправленно занимались капуэрой, скажем так. Потому что полноценно капуэрой мы начали заниматься с того, как минимум с того времени, когда, во-первых, Виталик поехал сам в Гамбург на саммер-митинг и встретил там человека, которого вы все знаете, а кто-то не знает, вы узнаете обязательно. Это человек, с которым стоит познакомиться, это Руй. Да, это мастер нашей Да, школы. это мастер нашей школы. Мастер Руй. Тогда он еще был молодым, но уже очень впечатляющим, подающим надежды и перспективным профессором. Ну, он был классный, ну, что тут скажешь. Мы тоже, конечно, Виталик нам особо ничего не рассказывал, где он там был, чего, но он привозил очень классные вещи, показывал кое-какие видео и движения. В 98 году у нас только появилась беримбау, по-моему, где-то так. В 98-м. Я, Да, кстати, хоть и 98. не помню, было ли беримбау, когда пришел я. Ну, Было. было 100%. В 98-м появился беримбау, а с 96-го года, ну, 95-96 у нас был магнитофон. Магнитофон и такие пиратские записи на кассетах, я отлично помню, это мы записывали Лигерус, маэстро аккордеона, саундтреки столько сильнейших. Это было такое время рейва, когда мы пытались миксовать еще на тех старых компьютерах музыку. Да, это кассеты. Only Strong Мы и Cantigas de Capoeira. передавали это друг другу, это было очень интересное время. У нас было очень, сейчас ребята, наверное, вы привыкли, потому что у нас уже много школ, большое комьюнити, и во многих городах ты можешь приехать, там, куда, например, во Львов или там, куда еще, куда-нибудь там, и в Крым, и в Киеве много школ. То есть, куда бы ты ни пошел, ты можешь встретить единомышленников, интересные, скажем так, какие-то техники еще почерпнуть. Есть кому позвонить, да, куда есть прийти. Да, куда прийти, и, в общем, проблем с тем, чтобы заниматься капуэрой, где бы то ни было, практически нету. Тогда у нас было довольно маленькое сообщество, у нас было человек, ну, где-то с десяток человек, может быть, до 20, это когда было много людей ходило, 20 человек это в пределе. Вот. Оно на самом деле ограничивалось, во-первых, ну, интересом, поскольку интернет был не у всех, а на рекламу на телевидении у нас не было денег, понятное дело, да и никто это не собирался делать. Мало знали, и, скажем так, физические размеры мата были ограничены. Вот, то есть это было где-то 10 на 10 примерно, он был где-то, ну, может, 15 на 15. Большой. Вот, поэтому, скажем так, больше чем поместиться там не могло. То есть вся группа с головой Да. вмещалась на одном татаме. На одном татаме, да. Татами было большое, мягкое и дружелюбное, но тем не менее... Я даже не представлял, что для тебя мат такой. Серега, как дальше? Как процесс? Дальше как тренировки? процесс, ну, тренировки, например, летом мы начали заниматься в гидропарке. У нас было любимое местечко, был любимый обрывчик. Как я говорил, то есть... Помнишь обрывчик? Мы, конечно же, техника, Виталик Кабальчинский нас пытался обучить технике, но поскольку у нас пока мастера не было, было, довольно криво и косо у нас получалось. А вот с акробатикой у нас было гораздо лучше. У нас были мягкие маты, как я уже 10-й раз поговорил. И у нас был обрывчик в гидропарке. Это был легендарный, отличный обрывчик, с которого мы могли делать все что угодно и падать как угодно на мягенький песочек. Это он мог падать как угодно. Что вам давали на тренировках вначале? Ну, на тренировках, 98 год, что вам давали? На самом деле, то есть тренировки у нас, разминка была стандартная, как на хапкидо, это пробежки по кругу, это были какие-то фляки, это была страховка. Ну, Это разминка такая? разминка была, да. Какая? Не, ну, собственно, да, входила в разминочку. Отжимали, качали, Отжимались, пресс. качали прессик, ну, как всегда, прыгали там на месте, махали руками там. И очень классная была штука, это твоя любимая, проходы с ударами. Да. То есть у нас была лампа. Я застал то время, когда Да. еще было и капуэра, и хапкидо.
И вот из хапкидо мне больше всего нравилась та штука, когда Да. Виталий стоял, держал большие макивары, а мы все бегали по кругу и били. Да, и били по очереди. Это было очень увлекательнейшее время, когда можно было свою юную энергию туда вложить в эту лампу. Все было прекрасно. Значит, как я и говорил, техника у нас была не очень, но потихонечку улучшалась. Смотря техники не было вообще. Техники, да, ну потихонечку Но ей не могло быть. не могло быть, да. У нас не было мастера, у нас... Да, Я вам это расскажу, были... почему ей Да, не могло быть. да. Это были доисторические, я бы так сказал, времена. Вот, потому что исторические уже начались, когда был первый семинар с Руем, это чуть позже мы о нем расскажем. Да. Ну, это, скажем так, расцвет. Да. Расцвет. Да, да. Людей ходило мало, как я говорил, то есть было до 20 человек. Кто-то занимался только хапкидо, кто-то хапкидо и капоэйрой, и потом, как я говорил, в основном уже все уже перешло на капоэйру, а хапкидо стал факультатив. Ну, это уже потом, это уже 2000 Да, это уже близился 2000 год. До 2001 хапкидо продержалось. Да. Естественно, в этих условиях, поскольку у нас не было ни школы, ни мастера, ничего этого не было, у нас не было формы, мы ходили либо в кимоно, либо кто в чем, какие-то спортивные штаны, маечка, шортики. Вот. Собственно, в общем, был, ну скажем так, не было формализовано это. Вот. Анисим еще помнит, техника сводилась к тому, чтобы в кругу дать друг другу по лбу хорошо. Вот. То есть Не помню такого. Ну, было Мы очень совершенно жестко. другие. Когда выходил Леша, когда выходил Дима, Да я не выходил. то Анисим не выходил, а остальные, в общем, пытали. Я отлично помню этот, ну, момент, вот, не Джога де Компра, а жесткая игра, когда лупят друг друга. Это появилось в 2005. Да, это появилось в 2005-м, как это называется? Джогадуру. Джогадуру. Вот когда Джогадуру, так у нас практически в каждом рода сека это всегда было рода сека, потому что люди друг друга били и не стеснялись. Вот. Если тебе бьют по ребрам, это значит бьют по ребрам. Если по морде, значит по морде. Мне совершенно другие впечатления. Абсолютно. Буду делиться потом. Да, ну это было может чуть позже. Доисторические времена. Да, но доисторические времена. Да. Нас было немного, но, например, вот в то время пришел Гена Апальчук, который стал одним из первых тренеров по капоэйре кроме Виталика в начале 2000-х. Был Ваня, вот. Было еще несколько человек, Вова, не дай борщ. Да, Были замечательные. Да, были замечательные ребята, и я помню, мы очень классно с ними соревновались по акробатике. То есть у нас была тренировка, а потом, когда заканчивалась она, у нас еще было чуть-чуть времени, чтобы потренировать что-то такое свое. И мат, все люди уходили с мата, у нас было практически три мата свободных, и мы, пока бабушка не выгонит, у нас был главный триггер и главный, в общем, bad guy, это бабушка и security, это была бабушка-уборщица. Вот, пока мы там после тренировки скакали как бешеные, пытались, в общем, что-то сделать по акробатике, бабушки выключали нам свет, и, в общем, это приводило иногда к курьезным ситуациям. Мы делали так, мы делали диагональ, так называемую, то есть пустой квадратный татами, и с одного угла в другой мы разбегались, ну, пытались сделать рандат, фляг, сальто, или просто рандат, сальто, или, ну, что-то еще покруче, там, допустим, какие-то мы уже пытались делать какие-то сальто с поворотом, потом сальто с винтом полным оборотом 180 градусов. Ну, это уже чуть позже началось, когда уже Ваня пришел, нам это все показал. Вот, когда уже начались такие акробатические классные штуки. Вот. И вот иногда такое бывало, что мы становимся в диагональ и разбегаемся, ты делаешь рандат, вылетаешь вверх, и тут выключается свет. Это было, конечно, непередаваемое ощущение. Но это было интересно, экстремально, мы уже тогда начинали. Бабушка была тренером по ниндзюцу. Да, ниндзюцу, да, бабушки были отличные. Мы уже тогда начинали бегать по стенам,
по столбам, в общем, были молодые, горячие, и, в общем, нам что-нибудь дай, мы по нему пробежимся или сделаем сальто, где угодно. К тому времени, как приехал Руй, в принципе, мы уже выучили все трюки из только сильнейших. Мы уже умели и обатиду, и мы уже ходили на руках, мы уже делали всякие сальты, мы даже делали уже заключительный мега-трюк, это парафуза, это винт параллельно земле. Горизонтальный. Да, горизонтальный винт. Вот. То есть мы уже, можно сказать, по акробатике из только сильнейших уже сдали экзамен. Проштудировали, да. При этом, как известно, Марк Дакаскас, он на самом деле не был капуэристом. Вот. Он только взял немного уроков, он в основном занимался боевыми искусствами восточными и акробатикой. Ну, собственно, у нас тоже так и получилось. Хотя начальные азы мы получили, безусловно, еще до того, как приехал Руй. Конечно, я так понимаю, сейчас я просматриваю видео, которое с первого семинара, очень смешно мы выглядели со своей техникой. Но базу Виталик подготовил прекрасную. И заслуга в том, что капуэйра пришла в Украину и стала такой, как она есть, развилась. И сюда пришли люди и появились тренера, которых вы сейчас знаете. Это и Анисим, это и Коля, и Игорь. И другие тренера, которые стали еще позже, которые учились у Анисима, у Поли, и у Игоря, и у Виталика учились. И все эти люди, безусловно, заслуга, в общем, нашего тренера Виталика Кабальчинского, который притащил нас, притащил капуэйру сюда и сделал то, что вы видите сегодня. Да, Виталий у нас действительно наш первый тренер, который для капуэйры в Украине заложил фундамент, вот, и который тренировал и вдохновлял, терпел и учил нас. Да, большое ему за это спасибо. Респект. Да, респект. И благодарность. Очень ему благодарны, всегда его помним. Он сейчас живет и здравствует. Ну, и, возможно, занимается какими-то интересными вещами. И, возможно, посмотрит наше видео. Да, возможно, посмотрит наше видео. И так было до 2000 года. Да, так продолжается до 2000 года, пока Виталий не пригласил... Стоп. Да. Давай я. Давай ты. Что в 2000 году наконец нашел капуэру я и пришел в зал. И да, я увидел небольшую группу, которая занималась на матах. Познакомился с Виталием, попросил на тренировку. И насколько я помню, для меня это было, по сути, я нашел то, что я увидел в фильмах. То есть те прыжки, те удары, то же самое я увидел в спортзале. Ребята учились и тренировались в капуэре. Что я еще замечательно помню, что атмосфера взаимоотношений, микроклимат в группе был уже вот такой, как он сейчас. Доброжелательный, позитивный. Тебя помогут, если ты свалишься, тебя подстрахуют, объяснят. Объяснит сразу 3 человека, если у тебя что-то не выходит. Если у тебя что-то выходит, тебе сразу 3, а то и 4 человека выскажут все, что они о тебе думают, потому что у тебя вышел классный прыжок, а у них еще нет. То есть было очень здорово приходить на тренировки. Мы не пропускали, за первые 2 года я не пропустил точно ни одной тренировки, при том, что было 3 раза в неделю, вторник, четверг и воскресенье на 10 утра. Вот. А время было молодое, горячее, как мы проводили субботу, пятницу, ночь. В воскресенье в 10 утра в любом виде мы в спортзале тренируемся, стараемся изо всех сил и уходим уже когда выгоняют, действительно, вот, уже когда манеж закрывается. Позанимавшись несколько месяцев в группе, мне повезло, что с самого буквально через 2 месяца после того, как я пришел, Виталий смог пригласить первого настоящего такого тренера из Бразилии, в то время еще профессора Руя. И вот я не знаю, как бы сложилась вот моя капуэра без этого приезда, но благодаря ему я увидел что-то, что было намного круче, чем в фильме. Человека, который умеет больше, который ярче, энергичнее, опаснее в 100 раз, добрее мастера Руя. То есть для меня этот семинар, это увиденное, уже прошло 16 лет. И
в жизни, ну так все заполировывают, все стирается воспоминания. Но это помнится очень хорошо, когда спортзал, который Виталий снял в Это база, олимпийская база подготовки. олимпийская база в Кончи-Заспе. Утро, рано утром на выходной день, семинар, светит солнце в зал и заходит Руд. Полностью в белой одежде, с фиолетовым поясом, высокий, длинный, с сумасшедшей прической на голове, совершенно несуразные дреды заплетенные, вот бог знает как, улыбается, всем пожимает руки, и начинается тренировка. И вот эти вот впечатления от этих движений, как он нам объясняет название ударов, ругает нас, когда у нас что-то не выходит, учит нас петь, потом гоняет, бьет нас в роде. Как это все было подано, как он это все показывал, рассказывал, как он сам при этом выглядел. Вот это вот на всю жизнь, через 16 лет прекрасно помнится, и во многом благодаря этому капуэра настолько сильный получила толчок в своем развитии дальше, и что мы увидели не только в кино, а как вживую, что нам делать, что нам тренировать и как это должно быть. Мы не умели сами, но мы увидели, как это делает человек, который профессионал в этом деле. Вот такие мои впечатления по первому семинару. Серега, как ты помнишь первый семинар? Ты тоже занимался 5 лет. Я уже занимался 5 лет, но я помню, что для многих, конечно, покажется смешным. Самый первый семинар на олимпийской базе в Кончи-Заспе в отличном зале нам стоил по $40 с человека. С одной стороны, это была какая-то невероятная сумма на то время, то есть нам надо было... Это невероятная сумма. Да, это было огромные деньги. Опять же, вы помните, это уже конец 90-х наших любимых. И которые в связи с возрастом нам нужно было еще спросить у родителей. Да, мы спрашивали у родителей. Для родителей это было тоже огромные деньги. Но мы сделали все, мы, в общем, чтобы туда пробраться. При этом, как мы потом позже узнали, что чтобы сделать такую сумму, $40, Виталий Кабальчинский вложил еще собственные средства в сам семинар, которые, естественно, никак не возвращались. То есть за свой счет, да, то есть он за свой часть. счет буквально привез нам мастера. Вот. Это было очень важный просто веха. Этот семинар был веха в истории капуэйры в Украине. К нам приехал мастер, и вся эта атмосфера спортивная и место, где оно проводилось, действительно настолько большое впечатление произвели на всех участников, поскольку это очень важное было событие, интересно. Это не был какой-то там зал в закутке или еще что-то. Это было действительно такое место. Я даже отпросился на 2 или 3 дня занятий. Это был первый курс, я пошел на первый курс. И буквально там, когда это было, ноябрь, да? Да, наверное. Ну, где-то, да, ноябрь, я забил, грубо говоря, на пары, и мы поехали открывать для себя мир капуэйры. Это было что-то невероятное. Действительно, мы такое могли увидеть только, может быть, в кино, и то в кино мы, наверное, этого и не видали, что он творил. Да, далеко не все можно было увидеть в кино. Повторяю, что на то время источником информации основным и единственным вот таким вот это был фильм «Only the Strong», который мы затерли до дыр. Я лично эту кассету посмотрел 20 раз. Для того, чтобы какой-то момент посмотреть, приходилось ее перематывать. Нельзя было нажать на паузу, сделать минус 5 секунд и посмотреть сделать еще. медленнее, там, Вот. можно было покадрово, и то Да, не на все. это видеокассета, которую смотришь на магнитофоне. Ну, И это была редкость. Да, это было редкость. Подчеркну важность момента тем, что это был первый раз, когда мы могли посвятить капуэйре несколько дней без отрыва вообще просто погрузиться в эту атмосферу. По 6 часов были тренировки. Да, тренировки Очень были сумасшедшие. весь день и с перерывами, и мы вот, потому что, как обычно, ты приходишь на тренировку, ты позанимался там пару часов, потом уехал домой, потом у тебя там работа с утра или пары, ты идешь туда, а здесь мы были как будто оторваны от всего, все, что у нас было в жизни, мы полностью оставили позади. Мы ели там, да, с утра до ночи. мы поставили на паузу свою вот социальную как бы, жизнь, все, что кроме капуэйры, и мы, в общем, жили, ну, как бы, вот в этой атмосфере с капуэйрой.
вот несколько дней. И это было очень важно тогда для нас. И на самом деле, когда сейчас вы избалованы семинарами, там могут, и вы можете поехать, допустим, в Европу тоже на семинар, либо к нам чаще гораздо приезжают мастеров, и больше мастеров приезжает, и в ближнее зарубежье можно съездить уже, в принципе, без особых проблем. Тогда это было действительно открытие, это была как новая ступень, на которую мы зашли, это было очень важно и для становления капуэры, и организационно, поскольку мы стали частью школы Сензала. Да, по итогам семинаров через 4 дня Виталий и все ученики обратились к Рую с просьбой о том, чтобы он принял наш маленький филиал в Украине в школу Сензала под своим руководством. И Руй согласился и так торжественно в конце семинара объявил, что, скажем так, он согласен стать нашим руководителем, нашим куратором нашей группы. И, собственно говоря, вот после этого семинара в ноябре 2000 года уже появилась школа Сензала, первая школа на Украине, и под руководством первого тренера из Бразилии, профессора Руя. Руй позвонил своему мастеру в Бразилию, мастеру Бето, спросил разрешения и согласия, что он откроет филиал в Украине. Вот так вот, собственно говоря, и появилась не просто уже секция по капуэре, а первая всемирно известная, одна из самых-самых больших в мире, и на то время, и сейчас тем более, группа Сензала. Да, вот. Давайте вспомним, что происходило у нас, потому что, да, приехал Руй, нам столько всего рассказал, столько всего показал, но на то время у нас не было формы, ребята до сих пор занимались кимоно, капуэрой. Я занимался сначала в каких-то просто спортивных штанах и футболке, потом мама моего знакомого работала в больнице, и я попросил, чтобы она где-то достала мне хирургические штаны, форму врачей. Они были белые и как-то были ближе к капуэре. И потом как минимум год я занимался в белых штанах врачебных. И это было довольно солидно на то время. Да, это было солидно. Потому что они были белые. Белого одежды в спортзале на то время было крайне мало. В чем угодно, только не в белом. Виталий. Да, мы были все в черных штанах. Или еще было, вообще кто в чем попал. Единственное, кто была форма этого тренера. У него был пояс, у него были капуэрские бразильские штаны и футболка тоже с какого-то семинара из Гамбурга. И мы смотрели это все с восхищением. Тренер белым, и все мечтали тоже иметь форму. Мечтали иметь форму. Да, вот вдумайтесь в это. Источником информации, кроме опять-таки, фильма «Он Лизи Стронг», затертого до дыр всеми, было еще на то время, как ни странно, на то время прекрасная игра Tekken 3. И лично у меня не было PlayStation, но я специально ходил к друзьям, они играли, а я смотрел, вырисовывал, выписывал какие-то движения, которые я уже понимал, поскольку я уже занимался, я уже понимал, ага, вот боец делает армаза, вот это макака, а вот это компаса. И из вот тех вот бешеных, сумасшедших игровых связок и каких-то бешеных движений я выписывал себе какие-то возможные комбинации, возможные трюки, которые по возвращению в зал пытались повторить, сделать, показать ребятам и как-то их принести в капуэру. Это был действительно серьезный дополнительный ресурс по капуэре. Никаких ютубов, никаких других возможностей у нас узнать не было. И вот так вот продолжалось достаточно длинное время. Лично у меня в интернет появился в 2005 году. Это поздно. Но до 2003 он был мало у кого. Я расскажу, что Руй нам давал на первом семинаре, потому что он с нами намучился знатно. Он приехал, его позвали, и он увидел, что по сути о капуэре мы знаем очень мало и умеем очень мало. И хотя глаза у нас горят, работать и возиться с нами немерено надо. Из таких замечательных моментов он переиграл со всеми по несколько раз, и досталось всем и много. Я несколько раз вышел с Руем, Серега отыграл один, тоже несколько раз, и доставалось каждый раз.
Причем Руй играл так, что Виталик периодически хватался за голову и пытался даже остановить Роду, боясь за своих учеников. Что Руй играл резко, непонятно, интересно и опасно. То есть ему ничего не стоило схватить человека, скрутить его, поднять за голову, потом опустить на пол резко, и потом над ним же еще и прыгать. Поэтому смотрелось со стороны очень здорово, а вот Виталик побаивался за здоровье учеников. Были такие моменты. Он очень много присвятил внимание названиям ударов, объяснениям и шкив, где держать руку, куда ставить ногу, как уворачиваться, как это все дело называется, как играть внизу, негативы. Заставлял нас ходить на руках. К тому времени еще очень мало кто умел ходить на руках. Боком, спиной, лицом, как угодно. Но в основном это были удары, отработка базовых таких классических ударов. Хотя парочку таких классных, как там Шапель Дюкор, Армада Кумателло, он нам тоже объяснял, показывал, и мы их вот уже изучали так по полной программе. Что еще нам давал на первом семинаре? На первом семинаре, я помню, он очень много рассказывал вообще о капуэре. Единственное, что у нас был небольшой языковой барьер, поскольку Руй плохо говорил на английском в то время. В то время он не говорил на английском. Ну, буквально несколько слов он умел сказать. И, скажем так, мы объяснялись в основном жестами. Но нам повезло, у нас был парнишка, я, честно говоря, не помню, как его сейчас зовут. Костя, я помню, что первый день был переводчик, который переводил так, что Руй его выгнал. Да, Руй его выгнал, какой-то очень странный был дядечка. Он то ли серьезно не воспринимал, что там происходило, то ли как-то, в общем, плохо переводил. Это долго и нудно. Да, в общем, мы избавились от переводчика, вот, и начали, наверное, да, через Костю, возможно, на испанском. Он знал испанский в каких-то пределах, и с Руем они, в общем, как-то так-сяк, но переводил, и, в общем, мы могли вести тренировки, даже слушать то, что рассказывает Руй нам о капуэре, про историю капуэры, он рассказывал нам про инструменты, что с ними делать, как и что. Ну, это действительно был, как я раньше говорил, это очень важный семинар, на котором мы действительно прикоснулись к капуэре, к той капуэре, которая настоящая, от бразильца, который сам ее получил от мастеров группы Синзала старых. С музыкой у нас на то время было, например, так плохо, что даже Рую пришлось сделать Роду под магнитофон, и Руй играл в Роде под магнитофон. Я думаю, что это для него была целая трагедия, но играл. Да. Но зато я не перебью, уже в 2002 году, когда он уже приезжал, он не был уже разочарован нами. В 2002 магнитофона в зале не было вообще. Вот такая разница. Я думаю, что Руй прочувствовал нашу любовь к фишкам, к акробатике, ко всему, потому что, да и сам он, наверное, был помоложе, но на этом семинаре было много акробатики. Опять-таки, в свой первый же приезд Руй нам показал столько всяких и рандатов, и фляков, и проворотов, и райзов, и нижних классных движений. То есть после тренировки, после всего семинара, еще вечером мы оставались, и ребята, кто умел, показывали ему свои фишки, он нам свои, даже был такой какой-то соревновательный момент по акробатике, что-то ребята могли показать здоровское, и заводили вот Руя, и ему приходилось там перепрыгивать, вот, показать, что он круче, вот, и то есть мы нахватались еще больше акробатики. Вот. Я сейчас вспомню, я думаю, что мы попробуем показать, или где-нибудь внизу по ссылочке будет какой-нибудь ролик про первый семинар, чтобы смогли посмотреть, как это было. После семинара с Руем маленькая группа из 10-15 человек начала фантастическим чудом разрастаться, причем разрастаться в геометрической прогрессии. Несмотря на то, что не было ни рекламы, ни каких-то популяризирующих ресурсов, почему-то у людей начал появляться интерес к капуэре, непонятно откуда. И за год, с 2000 по 2001, люди перестали вмещаться не то что на татами, они перестали вмещаться вообще во весь манеж.
доходило до того, что на одной тренировке было до 100 человек. В зал ступить не было возможности. Я хоть убей не могу вспомнить, почему, откуда такая бешеная популярность. Возможно, появилась. это сарафанное радио на самом деле, поскольку это, ну, скажем так, чуть-чуть лучше стало с интернетом, люди потихонечку стали что-то Хотя узнавать. вот сарафанное радио, да, потому что я, Да. наверное, личность социальная, я привел 8 человек сразу за собой. Я рассказал всем, даже привел одноклассников, друзей, потому что меня очень Бабушку и восхитило. тетю. Бабушку и тетю, да. То есть, но да, вот многих людей привел я, но не Так стоит. вот из-за кого это все началось. Вот из-за кого. Это мы опустим. То есть нас уже стало очень и очень много. Атмосфера была бешеная, в зале кто-то прыгал, махал ногами. Виталику было несколько тяжело справиться с таким сумасшедшим потоком людей, вплоть до того, что он отказывал людям, которые приходили и занимались, говоря просто, что нету мест. И не кривил душой, мест действительно не было. И вот управиться со всем этим хозяйством молодых, активных, живых людей, которые насмотрелись видеоигр, хотят прыгать, махать ногами, скакать, конечно же, было тяжеловато. И вот потом появился Андрюха. Андрюха, расскажи, как ты пришел на КПР, у тебя свой путь, другой, поведай нам. Я, как и все, узнал о капуэре по фильму «Только сильнейшие», где-то в году 95-м. Но сразу мне как-то не хватило смелости вот где-то как-то узнавать, спрашивать, может быть, есть такое в Украине. Но ближе к 2000 году каким-то образом я узнал о капуэре из интернета. Вот тогда был первый сайт. Да, был сайт тогда capoeira.tv.ua. И на сайте нашел имейл, написал на этот имейл письмо, это был имейл Виталия, я написал ему письмо, что хочу заниматься капуэрой, попросился в группу, и он сказал, приходи на тренировку в гидропарк, встречаемся на платформе. Вот, те люди вот с тех времен помнят, да, эту знаменитую платформу гидропарка, когда, по-моему, где-то часам к 10 люди собирались тогда на платформе, и вот до того, как уже приходил, Виталий всех собирал и вел на тренировку, там довольно такая уже, такая нормальная толпа людей, вот их можно было узнать, потому что кто-то уже был там белый. Были в интересных майках. Да. Разминались уже на платформе. Да. И, по-моему, Виталия можно было узнать, потому что он был всегда с палкой, Да, он был с с палкой беримбау, всегда, да. И, Да. так я пришел на первую тренировку, вот, познакомился с первыми капуэристами. А кого ты Вот, первым тогда. увидел? Первым это был Алик, вот, я увидел Алика, вот, потом я познакомился с остальными, это был Зомби. Вот. Да, Леша зомби. Да, Леша Зомби и, конечно же, Виталий. Остальных я, мне кажется, на самой первой тренировке не вспомнил, не особо обратил То внимания. есть твоя первая тренировка была в гидропарке. Да, это была тренировка в гидропарке, и, честно говоря, вот до тренировки КПР мне казалось все эти движения очень сложными, там, бачидо, сальто, я насмотрел на это, как на какие-то невероятные движения, и представьте, какое было удивление, когда первым движением, которое показал Виталий, это было эс-добрада, эс-добрада не через колесо, да, это было эс, вот, и по тем временам мне это казалось какое-то нереальное движение, представляете, как бы приходишь на тренировку, и тебе первое движение, вот работаем над вот таким движением. Хорошее начало. Да, и как его сделать, боже. Оно сложное, мы тоже его думали. Да. Первое движение, которое я попробовал и которое меня учили на первой тренировке, был бедуин. Генка меня учил бедуин, и я в восторге был. На первой же тренировке, на них из первых я увидел Анисима, который делал бачиду тогда. Я тогда подумал, как этот парень, он делает бачиду. Он делает движение, которое, мне казалось какое-то... Ну, из кино. Да, из кино, на которое нужно чтобы выполнить которое нужно тренироваться очень много лет, может быть, лет 10, мне тогда казалось. А тут парень просто делает бачиду, а кто-то прыгает сальто. Да там все прыгали сальто. Все прыгали сальто, конечно. Серега, Ваня, Генка, да, они все прыгали сальто, то есть и вот этот такой зависть смотрел на вот эти вот проходочки, диагонали в зале. Пробежки делал. Да, первая тренировка была в гидропарке, потом, конечно же, я попал в зал Суворовского училища, и я как раз пришел в тот период, когда людей было очень много, то есть Суворовское училище это вот деревянный пол, это вот обычная баскетбольная площадка, да, и вот она, представьте себе, баскетбольная площадка стандартная, она была полностью забита людьми, и даже люди не вмещались, они уже становились в проход, там был такой проход бетонный,
Вот, и люди даже там вот находились. То есть я, собственно, вот как раз на бетончике, как начинающий, вот начинал заниматься, делать свою То есть первую на учебку. обычной тренировке людей было как на семинаре. Да. Страшное время. Мгм. И тогда я подошел к Виталию и спросил, есть ли, может, еще какие-то тренировки в Киеве, где было бы немножко поменьше людей, так, чтобы можно было чему-то научиться, потому что вот с задних рядов даже банально вот не было видно, вот, что люди делают, там, что тренер показывает. И Виталий посоветовал пойти заниматься у его ученика, у Гены. Вот, тогда я познакомился с Геной и пришел на его тренировку. Там, Гена тренировался очень долго, достаточно там, много лет. И я тренировался и у Гены, и у Виталия. Ну, Гена же, по-моему, у него уже был желтый пояс, по-моему, он съездил на семинар. Да, кстати да, говоря. и он на батизатор уже Да, получил да, пояс, да. и после этого Они стал с- тренером. Игорь, Гена, Виталий. И ты ездил, Андрюх? Нет, Ты потом. Я пришел тренироваться как раз сразу после батизада в Копенгагене. Да, то есть вот Игорь, Гена и Виталий поехали на батизаду в Круге в Данию, и там получили все трое пояса. Виталий получил какой? Оранжевый. Да, Виталий получил Виталий оранжевый, получил оранжевый, Игорь и Гена получили по желтому. пожалуйста, да. Ну, вот, это Первые пояса по капуэре на Украине, между прочим. Да, Это было очень здорово, то есть я помню, занимался у Гены, и как бы была такая толпа, значит, начинающих в разных штанах, каких-то, кто в каких-то спортивных футболках, и был Гена, который был в настоящих Да, капуэровских первый. штанах, причем в крутых капуэровских штанах и с желтым шнуром, и это было очень круто. Да, мы смотрели таким вот восхищением, вообще, вау. Да ладно, с завистью. Завистью, не без того, что скрывать. Конечно, конечно. Вот, было такое. И да, и что дальше? Тренировки Гены были в зале Академии муниципального управления. Вот. Тренировок было гораздо меньше людей, чем у Виталика. Они отличались своей такой особой атмосферой. Вот. Гена много внимания уделял. Ну, получается, разминки Гена был наш ровесник, собственно, поэтому Да. оно, в общем, так и было, ну, было весело, но дисциплина была, то есть такого разъедательства не было. Что мне вот, ну, как бы особо запомнилось вот с той эпохи, когда я занимался у Гены, сам Гена, как бы, для меня был вот, ну, образцом вот таким, образцово-показательным капуэристом, моим кумиром, ну, в то время, вот, когда я еще не ездил по семинарам, то есть я не видел мастеров особо. Вот для меня это был пример капуэриста. Не только потому, что он уже хорошо играл, очень качественно делал движения, а благодаря своей энергии и креативности в кругу. Вот это то, что очень сильно заряжало. То есть у него хватало энергии переиграть со всеми людьми, со всеми нами, и он это делал очень креативно. То есть он не просто там махал ногами, он реально играл, он пытался обходить, он пытался находить какое-то положение. Вот, собственно, это был первый капуэрист. Вот, я обратил внимание на это, он очень грамотно позиционировал, он играл в кругу. Потому что мы просто пытались, вот, ну, я в частности, просто махал ногами, я просто делал какие-то кишады, я делал армады. То есть я особо так и не задумался о том, что я делаю и почему. Кстати, вот давайте продолжим разговор. Серега сказал, что капуэра, когда он начинал, была довольно жесткая. Да, была же. Вот у меня совершенно противоположное, диаметральное впечатление, когда я пришел. Уже была рода, уже бывали роды под беримбау, зачастую под магнитофон. Мы ставили на месте батареи магнитофон, кассетничек, и выходили под музыку. То рода была, и вот мое понимание, и по сути вот концепция рода того времени, это было махать ногами, делать много по возможности фишек, показывать свои умения. И если кто-то кого-то задевал или ударял, то останавливались, извинялись, обижались, что кто-то кого-то ударил, а не остановил много. То есть совсем другая концепция. Было большое расстояние между игроками, особо ишки, особенно в начале 2000 года, ишки не применяли, уворачивались как попало, куда попало, зато махали. Чем больше, тем лучше. То есть 10 ударов в секунду с удовольствием, по кругу, прыжками, но на большом расстоянии. И вот, как я помню, абсолютно бесконтактно. Такой вот карнавальный стиль капуэры все время в роде. Да, безусловно. Но я тебе хочу заметить, что дело в том, что ты, как это называется, ты был новичком тогда. Поэтому просто дело в том, что новоприбывших не мочили. А вот
старшие ученики... Просто ломали руки, зачем их бить? Да, зачем их бить, да. А старшие ученики между собой. И меня, поскольку я не был старшим учеником, я, собственно, был, наоборот, самым младшим в группе. Зато одним из самых способных. Ну, собственно, дело молодое. Но вот меня особо не жалели, поскольку меня старшие ученики знали давно, могли меня как бы уже бить спокойно, знали, что со мной ничего не случится плохого, вот, я такой мягкий и вернусь. Вот, поэтому как бы те ребята, которые занимались побольше, то они, собственно, друг друга не жалели. У нас дело в том, что в хапкидо был... Собственно, у нас были спарринги, и фулл контакт был, и мы, то есть была вот такая вот, скажем так, культура контакта. Причем как в бросках, это когда ты буквально обнимаешь противника, либо в заломах рук. Поэтому, собственно, какого такой опаски, что ты ударишь человека и что-то с ним будет не так, не было. Поэтому, допустим, да, действительно, с новичками более ласково обращались. Действительно, был такой практически бесконтактный стиль. Это действительно большое расстояние между игроками, как говорит Анисим правильно, упор на фишки. Вот. Но если старшие ученики между собой, то они уже там отрывались по полной. И я отлично помню, как Леша был такой... Высокий такой крепкий парень. Я спокойно мог получить сначала в бок, а потом пенсил прямо в лоб и вылететь из круга. Это было нормально. Вот. И такое бывало. Поэтому, в общем, капоэйра действительно старшие ученики могли практиковать между собой жесткую капоэйру, практически как спарринг. Но с новичками, конечно, никто их не бил и обращались очень уважительно и хорошо. Но опять же, атмосфера не была какая-то злая. То есть все отлично, это была как семья. Вот. Люди помогали друг другу, мы буквально и праздники вместе отмечали, и это было и вместе время потом проводили. Да, у нас была уже на то время была сформирована такая культура проведения дня рождения, когда человек выходил в круг и не уходил, пока не поиграет со всеми. Это уже было в то время, уже присутствовало. Но, кстати, травм на то время, я помню, было много. Раз в месяц кто-то получал травму. Да. Колено, рука, нога, какие-то разрывы, какие-то переломы, какие-то трещины. То есть, тьфу-тьфу-тьфу, сейчас намного реже это происходит. В то время это было, скажем, не нормой, как бы ничего удивительного. Постоянно растяжения, какие-то бинты бинтовали. То есть это было в порядке вещей. Но поскольку мы были молодые, горячие, на нас заживало все как на собаках. Я отлично помню, как Анисим со сломанной рукой, что-то 2 раза сломанной рукой, приходил на тренировки и со своим этим гипсом делал почиду и прыгал бедуински. И просто ему все высказывали огромный респект и уважение, просто поражались тому, как человек хочет заниматься и занимается. Еще немножко вернусь к историческим временам, когда почему и как мы чего-то там достигали, чего-то учились. У нас было огромное желание, то есть мы буквально горели капоэйрой, мы учили дома тексты, мы пытались играть на беримбау, у нас, когда Виталий привез в 98 году беримбау, у нас отваливались мизинцы, мозоли на руках, на ногах, но мы пытались и играть, и изучать, и беримбау даже была несмотря дубовая, тяжелая, да, и мы были еще маленькие, грубо говоря, то есть мы были еще в школе. И это все было очень сложно и непонятно. И как ни странно, я помню, там, допустим, на уроках английского там кто-то сидел, ковырял в носу, например, или еще что-то. Но когда приходишь на тренировку, ты с радостью учишь эти португальские песни на незнакомом языке. Это сначала для тебя это билиберда, потом мы позже стали учить уже именно португальский. И чуть попозже расскажем, как оно было. Вспомним это время. Вот. Но, опять же, то есть основная вообще атмосфера была это огромное желание учиться. И вот эти диагонали, когда бабушки нам выключали свет в конце, мы даже если была сложная тренировка, мы выкладывались на тренировки, а потом мы собирали последние силы и пытались сделать то, что у нас не получалось. В конце тренировки у нас было буквально 10 минут свободного времени, 10-20 минут. Мы изо всех сил, мы падали, мы разбивались, у нас много чего не получалось, но мы
десятки, сотни раз делали одно и то же движение, и у нас оно в итоге получалось. И Я- это было, скажем так, вот квинтэссенция этого времени, когда мы просто, в общем, все силы прикладывали, чтобы научиться. Я дополню Серегу. В то время на каждой тренировке все падали. Все делали элементы, которые у них не получались, откровенно не получались. Приземлялись на колени, на спину, на шею. То есть все учили сальто как попало, падали как попало. Подкидные. Сказать, что у нас не было какой-то страховки, нет. Мы Нет, страховали друг друга, и Но мягкие потом, маты когда были. делали сами, ученики, Ну, каждый день кто-то падал. Падал сознательно, понимая, что он сейчас делает, у него это не выходит, и он будет падать. То есть он будет падать, пока у него это не получится. Я помню, как я учился без опорку, и головой протирал и мат, и пол, и все остальное, потому что я не докручивал. И были ребята, которые приходили за 30 минут до тренировки, потому что перед нами никто не занимался, приходили, больше разминались, больше растягивались, чтобы уже вот к приходу тренера уже быть готовым заниматься сразу. Поэтому как бы, рвение было действительно сумасшедшее, и изо всех сил каждую минуту побольше где-то растянуться, где-то попрыгать, где-то поотжиматься, где-то помахать дополнительно ногами. То есть приходили раньше, уходили, когда уже, да, уже закрывался полностью манеж. Андрей, как ты помнишь, в 2001 как рода, как тренировочный процесс, вот ты занимался и у Гены, и у Виталика. Тренировки. Я хотел действительно тоже подтвердить вот историю. Мы как бы начинающие, когда мы играли в кругу, мы это делали на большом расстоянии. У нас не было такого вот, понимания того, что играть нужно близко, нужно взаимодействовать. Да. У нас часто игры даже основываются на каком-то такой условности. Кто-то махнул там ногой от тебя на большом расстоянии. А если Точно. ты вроде должен уклониться. Да, были Ну, такие правильно. вот, Да, отыгрывали ситуацию, уже Да. были какие-то правила такие. Не увернулся, да, значит, вот, надо было отреагировать, типа, вот, тебе могли попасть, ты должен был это отыграть. Супер. Да, а иначе можно было, в такую ситуацию попасть, что, допустим, между вами 3 метра, но если ты махнул ногой, а он типа не увернулся, Точно. то ты как бы, показывал всем видом, ну что ж ты не уворачиваешься, я тебя там, Да, я тебя да, убил, да, вот как в детские войнушки. да, то я есть, тебя убил, пиф-паф. ну, точно, это было очень интересно. Сейчас совсем другой стиль игры, сейчас совсем поменялось это. А вот тогда, да, махнули, если ты за 2 метра, но ты не сделаешь килл, то ты как бы проиграл, и ты должен выждать какую-то паузу или как-то это показать, что ты вот лопух. Здорово. Что еще? Когда я начинал заниматься капоэйрой, у нас было всего один беримбау, это был беримбау Виталика, и даже подержаться за этот беримбау было очень сложно, потому что там всегда толпа людей, значит, все хотели на нем поиграть. Было очень тяжело до него дорваться как-то. Кроме того, люди толком-то и не знали, как на нем играть, что делать. Там люди как бы друг другу подсказывали, что-то там говорили, но как на нем научиться, было непонятно. И, собственно, более-менее научился я играть уже где-то в 2002-2003 году. Вот, там начал разучивать какие-то первые ритмы. Тогда у нас появился еще один беримбау, это был беримбау Леша МС, который он сделал своими руками. Да, из Вот, вишенки. И бутылка еще была. Да, Да, это был такой такой самодельный маше беримбау, такой. по-моему, это был с бамбуковой палкой. Вот. Но это был беримбау, на нем можно было играть, это было А здорово. кабаса из эпоксидки. эпоксидки, да. Эпоксидная, боже, это вообще. Она играла, самое интересное? Она играла, да. Как-то звучала. Да, с ума сойти. Я помню времена, когда сейчас очень тяжело заставить учеников дома слушать музыку. А у нас, я помню, я приходил домой, любил игру «Герои», садился играть, и пару часов у меня все время играла Only the Strong, Viva Capoeira, Ангола Capoeira. То есть все время слушали капуэйрскую музыку, много. Может быть, это потому, что настолько было мало разных источников, и вот мы все со всех тянули по возможности максимум выжить. Помните времена, когда вышел клип Руя Сэш? Да. Как он назывался? My Own Eyes. My Own Eyes, и там в этом клипе снимался наш мастер, и он там показывал капуэйру со своей женой. Да.
Спасибо. Причем связь на то время была настолько плохая, что мы даже не знали о том, что это наш мастер. И вот, грубо говоря, посмотрев клип, кто-то его узнал, принес информацию, мы все бросились клип смотреть, переписывать, и это была фантастика. Наш мастер, наш тренер в заморском клипе Сэша показывает офигенную капуэру. Да, ну это когда уже начиналась потихонечку мода на запись CD-дисков. Да, наверное. У меня был кассетничек. Да. И мы начали, у кого был интернет потолще, то он у нас, значит, назначался скачивающим. И он, ребята, у меня, говорит, много классных роликов с брейкерами, и даже есть капуэйра. Мы даже, и были такие реклама Nokia с капуэйрой, реклама какая-то, минералки израильская. И мы даже из этих источников пытались что-то интересное посмотреть, нарыть. И мы обменивались CD-дисками, CD-RV, это была тоже своя маленькая субкультура. С этим обменом дисками, как раньше кассетами. И мы записывали друг другу, передавали эти диски, как-то, в общем, их туда-сюда таскали. Это было тоже очень интересно. То есть интернета не было, то есть он был, но очень медленный у много кого. Может, кто-то уже там из ребят постарше, кто-то работал, у кого-то был интернет на работе безлимитный, то они скачивали там. И мы обменивались этими CD-шками, и это было очень интересно смотреть дома. Какие-то очень интересные движения, потом пытались их повторить опять же на тренировках. Вот. То есть жизнь кипела, информация передавалась из рук в руки. Андрюха, помнишь запись тет-а-тет бразильский, сумасшедший, такой длинный, там часа на 1,5, где было и самбо, и еще что-то, и капуэра в конце. В красных штанах ребята с сумасшедшей растяжкой крутили. Вот. Тоже где-то Виталий смог записать на ВХС-ку через какой-то кодер передачу с тет-а-тет, не в супер качестве, но с большим выступлением бразильский культурный фестиваль. И там была самбо, была макулеле, еще какие-то танцы, целая постановка, а в конце сумасшедшее капуэра-шоу, где просто такой первый раз мы увидели постановку капуэрскую, где ребята офигенно прыгали, очень близко на сумасшедшее такое расстояние друг от друга, очень быстро махали ногами. И тоже кто-то уже такой дополнительный источник у нас появился, как это может быть. Давайте вспомним, как проходили тренировки. Потому что ты немножко рассказал, как были тренировки в начале, а вот уже после 2000 года, после первого семинара, как были тренировки у нас. Тренировки стали более заточены под стиль мастера. Стало больше отработки движений, больше отработки на технику. Вот. Какие-то нюансы нам стали больше ясны, естественно, нам это было объяснено, и мы стали больше упора делать именно на технику, а не на фишки, после того, как приехал Руль. Да, я бы сказал, что больше мы отрабатывали шкивы. Я помню, когда я с Андрюхой стоял в паре, мы отрабатывали какую-то связку с компасой. Я немножко завтыкал и отгреб полноценную компасу в лобешник. Вот. Андрюха сейчас крепенький, и тогда было, я помню, когда я первый раз получил компасы в голову. Вот. То есть до этого таких моментов только нечаянно происходило. А тут уже, скажем, в связке, в отработке, где-то я задевался и отгреб. То есть мы действительно начали тренировать больше движения ближе, удар, уход, какое-то перемещение, удар, уход, акробатике. На тренировках уделялось время только в свободное время, вот уже когда тренировка закончена. А так это связки. Что еще? Немножко гимнастики. И рода. Рода была, по сути, каждую тренировку. Да. По сути, каждую тренировку больше под беримбау мы учили песни. У нас в этот период уже началась там батарея, по-моему, сформировалась, помните? У вас там уже агуго было всегда стабильно. Да. Агуго было... Агуго, я не помню, когда появилась агуго. Господи, появление каждого инструмента в группе, это была такая радость, когда где-то Виталик доставал, то он доставал бубен, то он доставал агуго, то еще что-то, то какую-то... Кроме того, за это время он съездил в Гамбург на еще один семинар, еще привез материалы, видеозаписи, он съездил на семинар в Берлин по капуэре Анголе, и мы занимались раз в неделю, у нас были тренировки по Анголе.
Да. То есть или вся тренировка, или какая-то ее часть была посвящена изучению анголы, и рода или начиналась с анголы, или были отдельно ангольские роды. Сейчас мы меньше проявляем этого внимания, а в то время мы изучали достаточно хорошо, старательно и много капуэйру анголы. Я об этом забыл, я просто вспомнил о том, что одна из первых кассет, которая у меня появилась, это была кассета с семинаром Берлин, там был 2001 год, по-моему, Берлин. Гамбург был и Берлин. И кассета, честно говоря, очень большое впечатление произвела, огромное, потому что я увидел не просто анголу, я увидел очень качественную анголу. Это была ангола в исполнении мастера Кобраманса. Ангола. Такая самая-самая ядреная Очень ангола, которая черная. может быть. Да, Такая мастер. традиционная. Такая, да, со всеми этими вот их штуками, прибаутками, непонятная для многих. Но очень красивая, очень завораживающая, когда ты видишь ее в исполнении хороших мастеров. Там был момент, когда играл мастер Жоао Гранди с мастером Кобраманса, мне очень запомнилась эта игра. Да, я помню. Вот. Я помню, когда мы сидели, смотрели эту запись и разбирались, а кто же в этой игре играет лучше, кто выигрывает, кто побеждает, кто вот хитрит больше. Потому что так со старта сразу разобраться в анголе довольно сложно было. То есть мы смотрели раз, потом немножко отматывали, смотрели два, и вот спорили, кто, значит, правильно сыграл, кто правильно что изобразил. Ну, то есть сами, по сути, разбирались в анголе. В регионале все понять проще. Ну, естественно. Ну, вообще, опять же, капуэйра всегда подкидывает какие-то интересные штуки, но когда ты новичок, это даже если ты занимаешься несколько лет, все равно ты еще можешь быть новичком, потому что очень есть чего много выучить там. И до того, как мы познакомились с анголой более-менее так, поняли, что это, мы думали, что Ангола это такой медленный регионал. Да. Вот, то есть у нас, когда мы играли, пытались играть анголу, мы не понимали, что это значит на самом деле. То есть мы просто делали то же самое, что мы обычно делаем, просто медленно. Там с элементами игры, да, но это был просто медленный регионал и больше ничего. Потом, позже, когда мы уже узнали, как это, что это и зачем, то мы уже действительно, Ангола для нас стала чем-то другим. Но все равно там есть свои глубины, в которые мы не ныряли, там и вуду, Я всякие помню свое восприятие анголы. Прыгать нельзя, побольше внизу. Побольше внизу. Вот, и не спеша. Вот это мое первоначальное восприятие анголы. Потом я помню, мы очень много с Андрюхой я старался выходить в круг. Он как-то анголу то ли лучше понимал, то ли как-то лучше ее осознавал. И я вот старался выходить с Андрюхой, что-то копировать его, чувствовать игру с ним, чтобы лучше самому разобраться. Потому что действительно ангола сложнее. Надо сейчас ее потренировать. Ангола, да. Ангола это особое состояние, скажем так. Не только тело, естественно, не то, что ты медленно двигаешься, а и духа. То есть ты должен уже входить в круг уже немножко другим, не таким, как ты был за его пределами. Там свои правила, свой какой-то немножко другой мир. Безусловно, капуэйра в те времена, в те далекие древние и смутные времена, как мы уже разобрались, капуэйра не отличалась особой техничностью, она не была такая аутентичностью, да, то есть она не очень была похожа на ту капуэйру, которую мы узнали уже позже, когда начали куда-то кататься, ездить в Бразилию, вот, когда позанимались там мастеров. Но это было хорошее начало. Вот, кто-то должен делать первый шаг, кто-то должен был сформировать вот то поколение, да, которое начнет учить других людей и которое уже будет немножко попроще все это воспринимать. Когда я попал в зал, была группа, чуть больше 10 человек, была всего одна девушка в группе, Лариса, вот, тоже в кимоно. И вот когда я начал заниматься, то есть, наверное, первые полгода она только одна и была. У нас такой был мужской коллектив, Лариса тоже была очень боевая, вот, держала нас всех очень так строго.
Девушки в капуэре уже появились, наверное, опять-таки к 2001 году, а то и даже позже. Потом, вот, когда вот пришла эта волна сотни учеников зала, девчонок тоже было немерено. Ну, они где-то процентов 40 или 30 составляли, думаешь? Да, то есть процентов 30 точно было. Вплоть до того, что у нас, по-моему, уже тогда, по-моему, начали проводить женские роды специальные. Ну, не женские роды, а вот кусочки, когда выходили, Только когда девушки. Виталий Ну, выпускал, а теперь только девочки, да, и там девчонки, а мы, значит, стояли и вот стоишь и ждешь, пока девчонки наиграются, она одна, вторая, пятая, десятая, ты стоишь. Я помню, когда меня это страшно бесило, когда приходится стоять и ждать. Интересные были моменты на самих тренировках. Бывало так, что за плохое поведение или за нарушение каких-то определенных моментов Виталий выгонял учеников. Причем выгонял их вот на месяц. У него было такое вот испытание, все. Значит, на месяц на тренировки не приходить. И ученику приходилось на месяц не появляться на тренировке. И вот такая вот проверка, дисциплинарное наказание и проверка на силу воли, вернется ли он через месяц. И в основном, как ни странно, все возвращались. Возвращались все, то есть, наверное, никого я не знаю, кого бы Виталик выгнал, чтобы обратно не вернулся в зал. То есть было фантастическое желание тренироваться. Кроме того, что к нам приехал Руй, Где-то через полгода. через полгода к нам приехала Соня. Причем я не представляю, каким чудом она нашла. Она была проездом в Украине. Да. И я даже не помню, какой у нее чин и какой у нее уровень. Кроме того, это была девушка Да, это была девушка, это с была высоким Соня. уровнем в капуэре. Это Да. была, по сути, вот такая первая наша встреча высокого женского уровня в капуэре. И она преподавала Анголу. Анголу? То есть, да, тренировка была полностью посвящена Полностью только Анголе? Да, Я уже не помню. Я помню, что я был. Расскажи, Андрюха, потом, потому что я с трудом помню тот момент странный. Так что, если ты помнишь, расскажи ты. Я не помню точно, как Соня вообще нашла нас. Как бы, по легенде, она приехала на станцию метро Печерская и стала громко кричать слово капуэра, пока к ней не подошел человек, не спросил, Вам куда? да, девушка, у вас все хорошо? Вот, она объяснила, что ищет капуэристов. Вот, ну, в общем, таким образом она нашла нас. И, в принципе, она, по-моему, провела несколько тренировок вообще по Да, капуэре. не одну. По-моему, 2 дня было. Это весна была, кстати. По-моему, 2 дня был семинар, да? Семинар был в марте, накануне 8 марта как раз. И мне запомнилась тренировка, которую она провела у Гены. Это была полностью тренировка посвящена капуэре. У нас играла тогда капуэровская музыка, такая хорошая. Ангольская? Да, или ангольская? да, это была ангольская музыка. И Соня преподавала, Соня показывала очень много таких сугубо ангольских нижних движений. То есть это было не просто движения, сделанные медленно, там, допустим. Это были четко вот движения. Тогда я помню, например, мелодию компасу она тогда называла Хаду Дагая. Может быть. Потому да, что да, ангольцы, да, не называют так это движение, таким образом. И в то время, тогда мы такой мини-семинарчик, такая тренировочка, она запомнилась мне еще тем, что мы провели роду Анголы, причем в очень маленьком кругу. Такое я никогда раньше не видел. Да. Мы раньше играли, опять же, Анголу в большом кругу, и для нас это было Да. непонятно. Здесь мы специально сделали маленький круг, и в этом маленьком кругу мы играли как могли, как у нас получается. Это было тяжелое время, мы играли как Мы играли как могли, да. Да, маленький круг это была Круг. всегда проблема в то время. Да, круг был маленький, и пришлось как-то выкручиваться, как-то выдумывать, каким образом нам взаимодействовать друг с другом. Да, я помню, что было очень здорово, что вот ни с того ни с сего, и бесплатно на то время, бесплатно. 2 дня мы тренировались, грубо говоря, такой мини-семинарчик с человеком, который вот знает, умеет и понимает капуэру. С радостью все сбежались, набежали, бросили все, потому что вот приехал тот, у кого можно поучиться. Хотя я уже к стыду не сильно помню, как оно и что там было, но сам момент и преподавателя воспоминания есть. Также в 2001 году я, не знаю, чем мне такое пришло в голову, попросил у Виталика разрешения открыть свою группу.
Вот, мы с Аликом, я и Алик Изнаевский, нашли зал на Святошино, попросили Виталика разрешения, и он нам разрешил вести тренировки. И полгода мы набрали группу и благополучно вели, тренировали, несмотря на, скажем так, очень невысокий свой уровень. Тренировали учеников, все было здорово, благополучно, пока зал не закрыли на капитальный ремонт. Алик в это время получил довольно серьезную травму, зал закрыли, и я решил, что, наверное, нужно еще продолжить, скажем, учиться самому, продолжать свое обучение. И вот так вот группу мы и закрыли полностью. Ну, скажем так, это сделали паузу в преподавательской Ну, деятельности. это была такая первая проба в 2001 году. Вот полгода мы вели тренировки вместе, вот вдвоем, скооперировавшись, а потом уже в 2004 я уже продолжил дальше. Но это было потом. И, кстати, давайте расскажем про наше первое выступление в 2001 году. Да, разве 2001 оно было? Да, в 2001 году, причем уже где-то зимой 2001, наверное, даже ближе к концу 2001 года, МС, Леха МС, Да. Леха Солодкий. Почему он был Леша МС, и он работал МС? Он работал МС в ночном клубе, который назывался «Белые ночи», на Ленинградской в площади, по-моему. кинотеатре «Ленинград» Ага. на Да, Ленинградской Ленинградской площади. да. Вот. И он там работал МС, тоже уже начал заниматься КПР, загорелся и организовал нам первое выступление. И вот в 2001 году мы к нему готовились, репетировали. Виталик собрал своих учеников. По-моему, у нас было где-то человек 10, не меньше. Да, так уже было. Вот. И вот какую-то там в пятницу вечером мы все пошли с дрожащими ногами первый раз выступать и показывать капуэйры людям. Причем там были ученики разного уровня, такие как Серега, кто занимался уже лет 5, такие как я, который занимался там год. Вот. И я в то время был с гипсом. И, к сожалению, нету той записи вообще. Да, я не То- помню. Может, у кого-то из... Нету той записи. учеников? Тогда не было никаких цифровых технологий, ни фотоаппаратов, ни телефонов, ни видеокамер, Всё на ничего. кассеты записывали. Вот. А обычные кассеты были далеко не у многих, и вот той записи нет. Но это было наше первое выступление, где мы за кулисами разминались, тренировались, а потом длинное оно было, мы выпрыгивали со сцены, было большой танцпол. По-моему, оно длилось, по-моему, Разговорить. 40 минут, по-моему, оно длилось, что-то мне так кажется. Я помню, что Полчаса очень это длинное, потому что вот все, что уже умел показать, мог показать, оно закончилось, уже не знаю, что делать, а выступление продолжается. Да, да. Люди хлопают, люди хотят видеть еще, а что показывать непонятно. Мы уже играли, уже сделали сольные движения, уже сделали роду, потом опять сольники, потом опять роду. Ну, то есть это, повторяюсь, первое выступление, как его делать, никто не знал, что показывать никто не знал, потому что умели, как умели. Ну, вот атмосфера, что вот ты участвуешь, показываешь в ночном клубе. А ночной клуб Ленинград был довольно стрёмное место, там во время нашего выступления девчонки драку затеяли в углу. В общем, атмосферка веселая, горячая. То есть очень такое было. Впечатление было в море. И это вот такие вот первые моменты. Я помню, как вот это первое самое выступление, оно длилось очень долго, как я уже говорил, это реально около 40 минут. Мы, причем без плана особого, мы выступали, то есть мы как бы слегка наметили, что мы делаем, а потом просто крутили роду кто как мог. Но я помню, Виталик всем, кто хотел, он притащил, где-то раздобыл гуарану, почти в сухом виде. Из Бразилии? Из Бразилии, наверное, наверное, да, забыл где-то там. И, значит, мы намешали с водичкой, ее выпили. Плацебо такое. Да, плацебо такое. И действительно, это плацебо нам так помогло. Вот те, кто крутил фишки, я так высоко, по-моему, на выступлениях не часто так прыгал, как там. Вот, очень изо всех сил мы выложились.
Наверное, все-таки благодаря Глороне, я думаю, все-таки она помогла. Ну, я шучу, конечно, но, скорее всего, сама атмосфера первого выступления и такое плацебо, и все были Я на помню, что нервах. за кулисами было страшно капец, потому что вот Да. осталось 3 минуты, нам нужно выходить. А что делать, мы не знаем. Повторяю, знаем. первый раз в жизни мы занимаемся год. Вот представьте себе, что вы занимаетесь год, и нужно выступить в ночном клубе перед кучей незнакомых людей и показать что-то красивое, интересное и классное. А умеете вы с гулькин нос. Вот, поэтому страшно было ай-яй-яй. Ну, надо сказать, что Гулькин нос, это так думали те, кто себя, скажем так, критично оценивал. Это взгляд со стороны человека, который вообще ничем не занимался никогда. То, что мы делали, это действительно выглядело потрясающе. Ну, практически как в кино в некоторых моментах. Поэтому, в общем, даже вот, что касается Анисима, он за это время на самом деле научился фишкам, ну, многим вещам, которые некоторым давались, скажем так, годами, Анисим выучил буквально за первые месяцы. И поэтому, скажем так, отличить его от старших учеников было не так просто. Вот. Так что, скажем так, нам на самом деле было что показать, хотя был мандраж как перед любым выступлением, но это был очень интересный опыт. После того, как Виталий, Игорь и Гена съездили в Данию на Батизаду и получили пояса, Игорь открыл свою группу возле метро «Университет». Его дни не совпадали с днями у Виталика, и поэтому особо рьяные ученики могли ходить и посещать тренировки практически каждый вечер. У Игоря постепенно росла своя маленькая группа, становилась больше тоже. По пятницам я помню, что мы все вечером приходили к Игорю, тоже устраивали у него тренировочный дебош, помогали ему вести группу, вот, отрабатывали какие-то классные элементы, то есть занимались очень и очень много. Ну, вообще да, то есть вернулся к СК группой, и он немножко, скажем так, хулиганил. Вот, то есть, Кстати, мы об могли... этом можно рассказать. Это можно рассказать. Некоторые ученики из-за своего поведения, ну, старшие ученики, имели проблемы с Виталием, поскольку им было скучно с младшими, и они... Приходило много новичков. И Виталий какой-то делал акцент, конечно же, на них. Вот. И это, на тренировках опять-таки учились те моменты, которые мы вроде бы уже отработали. Вот. А нам хотелось каких-то там новых фишек, новых движений. И мы, в общем, страдали не то чтобы от безделья, но всегда хотели что-то делать там такое свое, и постоянно, в общем, выбивались из общей картины. И на самом деле это мешало дисциплине, и Виталик, в общем-то, некоторые особо провинившиеся, ну, скажем так, запрещал некоторое время приходить на тренировку. И поэтому мы потихоньку перетекали к Игорю, у которого, в принципе, мы могли творить такой беспредел. Причем это настолько доходило до такого, что значит, тренировка Игоря, у него большой зал, он делился на две половины. С одной стороны были ученики Игоря, вот ползала ученики Игоря, а ползала занимала там 3-4 ученика старших, ну, те, которые давно занимаются. Причем МС Леша еще Игоря, значит, упрекал в том, что чтобы он не давал ему мало места, и чтобы он не давал своим ученикам заходить на нашу половину. И не давал какие-то связки, которые требуют места для отработки, потому что мы тут прыгаем. Но, вот, а Игорь по дружбе это все терпел. Это терпел. Ну, конечно, до поры до времени, конечно, он это все дело пресек, рано или поздно. Вот, это нахальство закончилось, но, опять же, Игоря тоже была своя выгода в том, что мы приходили к нему, поскольку мы могли показывать какие-то классные штуки ученикам. Ну, вдохновлять его учеников. Да, учеников, опять же, показывать что-то из техники, если кто-то что-то умел вообще. Умели. Мы приходили туда, чувствовали себя хорошо и старались изо всех сил. Так что, подводя итоги за то время, это время было начало, когда по чуть-чуть, а потом ускоренными такими шагами все прогрессировало, развивалось, росло, увеличилось уровень школы буквально с каждым месяцем. Он набирал такие обороты и по численности, и по технике. И я бы сказал, что к 2002 году
это уже было точно полноценная капуэра, по сути, не отличающаяся от бразильской, ну, может быть, только опять-таки за счет того, что еще нет там красных, фиолетовых, зеленых, синих поясов высокого уровня, но в своей вот практике абсолютно. То есть мы стали уже частью школы Сингала и стали обычным филиалом школы капуэры, как в любой стране мира, как и в Бразилии на самом деле. То есть... 2 года мы не видели Руя, и вот в 2002 году, я не помню, какое время года, если честно. Это была осень. Наверное, тоже осенью Виталий организовал второй семинар с контрамейстера Руя. Он уже получил поиск контрамейстера Руя, и на этот семинар Руй взял своего старшего ученика Расмуса, и у него был серый пояс. Вот. Андрюха, расскажи, как это был твой семинар первый, где ты видел Руя, да? Это был мой первый семинар с Руем. Ощущения были потрясающие, несмотря на то, что это был первый раз в жизни, когда я потратил ощутимую по тем временам сумму денег на семинар, то есть на семинар, который буквально несколько дней был в зале. Вот. Ну, потом для меня это стало уже привычным делом, ездить, тратить кучу денег на семинары. Вот. Но тогда это было ощутимо, и пришлось поговорить с родителями, вот, убедить их, что дело нужное. Вот. И поймите родителей, да, которые видят, как сын идет на какие-то занятия в белой одежде, вообще какая-то секта. Да, вот, в то время, кстати, были популярны разные секты в белых одеждах, что весьма весело имидж, да. На тот момент, в 2002 году, это было непросто собрать $40, пойти на семинар по капуэре. Вот, была такая эпоха. Вот. Но когда я пришел на семинар, увидел Руя, позанимался, потренировался, и мне даже удалось один раз выйти в круг с ним поиграть. Я понял, что оно того однозначно стоило. Вот. Это был незаменимый опыт и очень помогло мне в будущем уже. Сейчас у нас много семинаров по капуэре проводится. Это уже не в новинку видеть одного, даже 2-3 бразильцев на одном семинаре. Тогда это было просто отлично, вот, учитывая то, что еще приехал и его ученик Расмус, вот, серым шнуром, для нас это был просто недостижимый уровень капуэры на тот момент. Еще был такой один интересный момент на семинаре. Вот, в тот момент у нас был своеобразный такой культ капуэровских штанов. Мало у кого были капуэровские штаны настоящие, вот, ну, мало у кого были белые, а чтобы это были настоящие, вот именно сшитые штаны для капуэриста, это вообще была большая редкость. Вот. И когда мы увидели капуэриста Расмуса, который после тренировки просто, значит, снял штаны, просто их вот скомкал и бросил куда-то на лавочку, это было, ну, не знаю, какое-то кощунство просто над чем-то святым. Второй семинар, повторяю, что мы его ждали 2 года, и он очень сильно отличался от первого. Все-таки 2 года школа выросла, мы изучили тот материал, который давал Руй на первом семинаре вдоль и поперек. Мы уже пели песни, у нас уже была полноценная рода с полной батареей, и несколько беримбаушек к тому времени было, и барабан, и бубны. То есть уже, скажем так, наш уровень капуэры очень сильно возрос. Вроде мы уже начали уворачиваться, играть ближе, скажем так, более внимательно, и действительно вот, то, что нам пытался и вдолбил таки Руй, про эшкивы, про уклоны. Вот, за 2 года мы все-таки это освоили. И на втором семинаре было больше роды, больше связок. Во-первых, было 2 тренера, и Руй, и Расмус. Вот, поэтому семинар был более другим оттенком. Людей больше, акценты другие. Было, скажем так, много участников. Были гости из других стран, поприезжали люди разные уже с других городов Украины смотреть, что такое капуэра, кто-то уже и заниматься. Поэтому это уже был действительно шаг вперед. Может быть, можно честно сказать, что это был не такой эмоциональный семинар, потому что это уже был, скажем, не первый приезд. Людей было больше, поэтому он был более тренировочный. Этот семинар действительно он отличался от первого. Главное, чем он отличался, что на нем стало видно наш прогресс. То есть, если сравнивать видео первого семинара, нашу технику, как мы себя вели в кругу, а потом
сразу посмотреть видео с семинара вот 2002 года, то есть прошло относительно немного времени на самом деле, по меркам. По современному. Да, по современным меркам, да, относительно немного времени, то скачок разительный. То есть мы наконец-то стали делать правильную технику. И на самом деле я даже бы не поверил. Я думал, я вот сейчас смотрю эти записи, мне кажется, что прошло гораздо больше времени, но на самом деле действительно, то есть то, что было раньше, как в капуэре, то, что мы делали, отличалось после приезда Руя. Мы просто поднялись сразу на несколько ступеней, я бы даже сказал. То есть это были очень плодотворные это 2 был года плодотворный период для всей группы, когда выросли все ученики, поднялись на несколько ступеней выше. То есть было очень сильно по видеозаписям, очень четко можно видеть, какую грандиозную работу проделала вся группа в своем развитии. Если семинар 2000 года это очень милый, очень здоровский, но местами смешные, скажем, и мы выглядим смешновато и все, то 2002 это уже полноценно, и смотреть его уже интересно и уже не стыдно. Понятно, что еще уровень не такой высокий, но это уже уровень. Это уже уровень и абсолютно полноценная капуэра. Если в 2000 году капуэра мы только разбирались, как это, что это, узнавали названия движений, вообще движения, связки, что такое шкивы, что такое уходы, то в 2002 таких вопросов уже не было. И мы перешли на уровень изучения связок, таких целых секвенций, движений из многих составляющих. И в песнях тоже, скажем, в 2000 году Руй с нами мучился, чтобы выучить песни из 2 строчек. То в 2002 полноценная рода, где поют, все много песен, играют на инструментах, песни разнообразные, длинные, то есть там рода больше, чем на час с музыкальными инструментами. Повторюсь, что в 2000 году у нас была рода под магнитофон. Если смотреть на второй семинар, очень сменилась эмоциональная составляющая, действительно мы это заметили, потому что если первый раз мы знакомились с мастером, воспринимали его как-то несколько отстраненно, как нечто, в общем, какое-то чудо, которое приехало. Как чудо, абсолютно, как чудо. Да, то есть здесь абсолютно, я помню это абсолютно четко, это была абсолютно домашняя атмосфера. Руй нам играл на гитаре, мы все вместе пели песни. И поэтому, когда, в общем, он уже приехал, собственно, уже практически как в гости к своим старым знакомым, которые очень долго ждали и соскучились. И поэтому атмосфера была прекрасная. Поэтому, наверное, на 2003 году мы закончим сегодняшний наш рассказ. Я надеюсь, что если вам понравится, если это будет интересно, мы продолжим рассказывать о истории капуэры в Украине. С историей сензалы связаны многие истории других школ, которые в дальнейшем появились из нее, сформировались в ней и вышли, что ли, из нее, или как это? Родились в сензале. Дальнейший этап очень своеобразный в истории капуэры, в истории сензалы, довольно сложный этап такой неоднозначный. Это период раскола, раздробленности, образования новых школ, прихода новых мастеров к нам на Украину. И он тоже не обошелся без сложностей. Он, в общем, стоил многим больших нервов, и мы в следующем видео расскажем, как это произошло и зачем. Попробуем максимально аккуратно, честно, непредвзято рассказать, как из капуэры сензалы появились другие школы. Но об этом в следующем видео. Итак, подытоживая, это был замечательный такой созидательный период в истории капуэры, когда все тренировались и шли к одной великой дружеской цели. В общем, да, и сензала и манеж Суворовского училища явился такой точкой отсчета, началом для всей капуэры на Украине. Все сообщество, которое сейчас видите, оно, в общем-то, так или иначе связано с тем периодом и с теми людьми, которые тогда занимались у Виталия.
а затем стали учениками МСТ. Ну что, будем прощаться. Я хочу сказать спасибо огромное Андрюхе, спасибо огромное Сергею за то, что мы смогли собраться и вот так вот рассказать. Грубо говоря, практически нет людей, которые с того времени занимаются, продолжают, если, скажем, не стопроцентно, но вот быть и формировать, и помогать, и влиять в школе. Поэтому спасибо огромное, ребята, вот, за то, что вы сегодня собрались и рассказали. Надеюсь, вам было интересно, и надеюсь, что мы продолжим рассказывать, что же было дальше. Уже 16 лет, много всего, много утекло, что-то уже и забылось. Но мы будем вспоминать. Мы будем вспоминать. Тогда, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Молодцы. Вива Капуэра, Вива Сензала. Это так сложно оказалось. Ну, Под конец так хорошо начать и так сложно закончить. не, ну мы уже устали, извини, 2 часа. Это я тебе скажу, не Надо просто было так. без перерыва делать. А еще говорят, не мешки ворочать, конечно.